Вот такой прекрасный ужин я сегодня приготовил. Картофельное пюре, тушеная свежая капуста и вкусный запах от этого куриного белого соуса. Посмотрите, какая прелесть. Если вы хотите узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Время готовить ужин. А на ужин я решил сегодня приготовить ничего сложного. Картофельное пюре и белый соус с куриным мясом. И у меня осталось немножко капусты свежей, и чтобы она не пропала, я решил ее стушить с тмином. Я думаю, что будет очень вкусно, и я надеюсь, посмотрев это видео, может быть, у вас появятся какие-нибудь идеи тоже. Так что давайте приступим. Картошку я уже почистил, сейчас я еще включать не буду. У меня уже приготовлен кусочек капусты, такой маленький, чтобы не пропал. Я сейчас его протушу тоже. Сейчас сердцевину эту я отрежу. И теперь я очень мелко-мелко порежу. И поставлю маленькую-маленькую кастрюлечку, добавлю немножечко водички, немножечко масла. И пускай она потихонечку тушится. Итак, капусту нашу я порезал. Сейчас переложу всю эту кастрюлечку. Так. И быстренько еще прополощу под водой, на всякий случай. Итак, капусту я прополоскал, немножко воды залил. И теперь добавлю немного масла. Так. Совсем немножко подсолю. Совсем немножко. Добавлю тмина. Так. И пару горошков перца. Вот таким образом. Включаем газ и пускай потихонечку это у нас тушится. Как оно там закипит, я поставим на очень маленький огонь, пускай у нас потихоньку тушится. Точно, у меня еще маленький листок тут укропа, что давайте я сейчас туда укроп тоже добавлю. Совсем чуть-чуть. Вот так. А теперь займемся самым главным, нашей курицей. В первую очередь я курицу разделал на маленькие кусочки здесь. Курицу мы разделали. Теперь капуста у нас закипела. И теперь я поставлю на маленький огонь, пускай он там у нас потихонечку тушится. Так. А теперь займемся нашим соусом. В сковородку я сейчас добавлю масло. Итак, на сковородку я поставил немножко масла. Включаем на огонь, на маленький огонь. И сейчас мы туда порежем немножко лука. Это очень простой соус. Я даже жарить там мясо не буду, куриное, а просто добавлю туда в соус, и пускай оно там сварится. Теперь мы добавим туда наш лук, и пускай потихонечку лук у нас карамелизуется или поджаривается. Так, сейчас молоко вытащим, мне молоко понадобится. Туда же в соусе добавлю одну морковку. Так что морковку я порежу на мелкие кусочки. Так. Очень
Сейчас подождем немножко. Это у нас поджарится, и тем временем я помешаю теперь я помешаю нашу капусту тоже, посмотрим, что там творится. Запах вкусный идет с капусты, так что пускай потихонечку там у нас тушится. Теперь пора мне добавить туда пару ложечек муки. И как следует перемешать. Вот так. А теперь мы добавим туда немножечко кипяченой воды. Еще немножечко. И, конечно, все же это надо перемешивать. У нас одна такая паста получится, и там можно уже потихонечку добавлять молоко. Видите, это как тесто получается здесь. Так, а теперь добавляем молоко. На этом моменте мы еще приправ туда ничего не добавляли, а просто сделаем этот соус. И потом, когда у нас такой соус еще, теперь можно добавить молоко. А я все это добавлю, то что не оставалось. Сейчас это у нас загустеет, закипит, и тогда добавим нашу курицу, и тогда добавим приправу, и добавим туда же и морковку нашу. Туда я сейчас залил много молока, как вы видели, но как она будет кипеть, жидкость немного испарится оттуда, она еще гуще будет. То, что я сейчас поставил много молока, это ничего. Это плохого ничего не сделает. Потому что сковородка широкая, и жидкость испаряется с сковородки намного быстрее. Итак, наш соус густеет и кипит. Теперь я поставлю немножко на маленький огонь. Так, и добавлю туда нашу морковку. Так. И добавим нашу курицу. Пару горошек перца. И у меня порошок трюфеля. Вот это тоже туда добавлю. Так. На данном этапе я подсолю совсем чуть-чуть. Потом мы попробуем на вкусовые качества, еще подсолим. Вот такой у нас белый соус получается с куриным мясом. И теперь пускай она потихонечку, и сейчас я это все накрою, пускай потихонечку это у нас варится. Теперь проверим нашу
капусту. Так. Капуста у нас тоже потихонечку тушится. Я переставлю на меньший огонь. Вот сюда. И пускай это потихонечку все у нас тушится. А тем временем я могу включить теперь картошку, и пускай картошка у нас варится. Итак, посмотрите, какая прелесть здесь с соусом творится. Посмотрите, как шелк. Вот это соус. Я попробовал на вкусовые качества, тоже обалденно вкусно получилось. Это вам просто не передать. Посмотрите. Посмотрите. Это какая прелесть. Так, соус у нас сварился. Я выключаю газ, пускай немножко постоит. Капуста наша тоже протушилась. И у нас картошка сварилась. Так что сейчас пора вытащить, отсадить картошку и протолочь. Ну, все знают, как картофельное пюре делать. Ничего здесь нового нету. Я добавлю масла, немножко перца, добавлю сливок. Люди делают на молоке, а я делаю на сливках. Так вкуснее. Знаю, что жирно, но мы живем один раз в жизни. И посолю. Немножко так. И протолчем. Иногда добавляю я порошок трюфеля. Сегодня порошок трюфеля добавился в соус, так что все добавлять не буду. Итак, картофельное пюре у нас готово. Сейчас проверю на соль. Классно. То, что мне надо. Как-то недавно кто-то мне написал в комментариях, что картофельное пюре должно быть более жидкое. Я скажу так, я делаю для себя. Я не люблю, когда картофельное пюре как суп. И мы делаем не в ресторане, а для своей семьи. Я показываю так, как я делаю, и пока, может быть, вам дам какую-то идею. Но говорить то, что у меня жидкая или густая картофельное пюре, не стоит, потому что у всех разные вкусы. Так что кто-то попытался поумничать. Так. Вот такая прелесть у меня получилась. Как симфония. Художество. Итак, у меня здесь немножко зелени есть. Петрушка с укропом. Сейчас я порежу и посыплю сверху нашего соуса. И какая будет красота. И минут через 10-15 наша семья сядет за ужин. Итак, посмотрите, какая красота у нас все получилась. Какая красота. Куриный соус. Курица в белом соусе. Картофельное пюре. И свежая тушеная капуста. Какая прелесть. А запах вам просто не передать. Итак, как вы видите, ужин получился. Ну, запах я вам просто не передам, как вкусно здесь пахнет на кухне сейчас. Сейчас заканчиваю это видео, минут через 10 мы садимся все за ужин. Я думаю, что это видео дало вам какую-нибудь идею. Попробуйте и сделайте, если вы раньше такого не делали. Картофельное пюре по моему вкусу, по вкусу моей семьи. Так что не надо мне, пожалуйста, писать, что очень жидкое или густое. Я сделал так, как надо для семьи. Самое главное, чтобы у меня семья была довольна. Тушеная капуста, со свежей капусты тоже сделал. Там немножко капусты оставалось, чтобы не выбрасывать, чтобы не пропадала. Мы ее сегодня использовали. И самое главное,
Это куриное мясо в белом соусе. Вам просто не передать, как это вкусно пахнет здесь. Я надеюсь, что это видео вам сегодня дало какую-то идею. Если вы не делали это раньше, попробуйте, вы не пожалеете. Это очень все вкусно. А на этой вкусной ноте хотел бы с вами попрощаться, пожелать вам крепкого здоровья, берегите своих знакомых, близких и друзей. Всем мирного неба и пока-пока. Thank you.